До 10 дней автономной работы, встроенный помощник Алекса на борту, который нам с вами, конечно, не нужен, более 50 циферблатов на выбор, водонепроницаемость 5 атмосфер, 13 режимов тренировок, среди которых есть плавание, 24/7 мониторинг сердечного ритма и отслеживание сна. Имеется приложение с удобными графиками отсчета активности и также имеется измерение кислорода в крови. Есть режим пробежки вместе с другом, часы показывают результаты сразу двоих, что очень круто. Сейчас все расскажу. Tube 973, всем виват, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, на канале только быстрые обзоры, которые всегда подкреплены тестами. Большинство из них я провожу онлайн на стримах, много конкурсов, условия которых в описании. И сегодня я быстро расскажу о часах Miyamo Watch. Если что, это бренд 70 May. Полетели. Распаковка. Коробка черного цвета с изображением часов и их названием. С обратной стороны минимальное количество спеков на английском языке. Коробка пришла абсолютно целая, даже не примятая ни в одном углу, что удивительно. Коробка сделана из средней плотности картона, не тонкая, но и не плотная. Открывается легко. Запах клея нехилый. В комплект входят сами часы, запасной ремешок, руководство по использованию и магнитное зарядное устройство на 2 контакта. Не магнитная станция, конечно, но тоже неплохо. Комплект можно заказать как с одним ремешком, так и с 2 разного цвета. Цветовая палитра отличается не только в самих ремешках, но и в цвете корпуса часов. А именно их 2. Черный и розовое золото. Из ремешков на выбор зеленый, белый, оранжевый и стандартный черный. Ремешки быстросъемные, тактильно приятные, но чувствуется, что дешевят. Не топовые они. Переходим к часам. Дизайн квадратный с закругленными углами. Габариты самих часов 43 мм на 37 на 11 мм. Вес составляет 40 граммов вместе с ремешками. На руке не сильно ощущаются, в носке удобно. Изготовлены часы из алюминиевого сплава и пластика. Собраны супер. По корпусу располагается микрофон, датчик сердечного ритма, контакты для зарядки и функциональная боковая кнопка колесика без люфта. Выпирает она прилично. С лицевой части расположен 2,5D изогнутый сенсорный LCD-экран в 1,69 дюйма с TFT-матрицей и 5-уровневой регулировкой яркости. В солнечную погоду, в принципе, яркости хватает, но может быть и ярче. Я ярче встречал. Пиксели видно, что не очень хорошо. При поднятии руки срабатывает подсветка, правда с задержкой. Она здесь не критичная, но заметная. Принимать входящие звонки нельзя, только можно сбросить вызов, как на браслетах. Разговаривать с них также нельзя, как звонить и набирать номер. Оповещения приходят моментально, иконки приложения отображаются, а вот смайлики нет. Плюс сообщение отображает не полностью, из часов ответить нельзя, только удалить оповещение. Нет функции Bluetooth кнопки для того, чтобы фотографировать часов, и камеры в самих часах тоже нет. Но хорошо, что можно управлять музыкой. Правда, здесь опять недочет. Стрелки переключения работают наоборот лично у меня, то есть я нажимаю переключить вперед, а часы переключают на предыдущий трек. И наоборот, я нажимаю переключить назад, а часики перематывают вперед. Возможно, с прошивками допилят, но пока только так. Интерфейс у часов есть на русском языке, выбор циферблатов скудный по количеству, но выбрать интересное что-то можно. Расстановку виджетов внутри можно изменять через приложение. Емкость аккумулятора 300 мАч, время автономной работы до 10 суток без подзарядки при минимальной нагрузке. При 45-минутной тренировке и 15 минут обычного использования у меня улетело 12% заряда. За 10 минут зарядки набегает около 7%, а полный цикл зарядки занимает 2 часа 20 минут. Bluetooth здесь версии 5.0. К часам нет возможности подключить наушники и любые Bluetooth-девайсы, включая колонки, хотя здесь они не нужны. Wi-Fi подключение тоже не предусмотрено, нагрудный датчик не подключаются, голосовой помощник не работает, так как регион не поддерживается. eSIM не подключить, меню внутри не особо большое, минимальный и стандартный набор. Скажем так, опять же, как у браслета. На борту имеется 13 спортивных режимов, в числе которых плавание, и это радостная новость, так как, во-первых, мы их искупаем, во-вторых, не во всех дорогих часах с хорошей влагозащитой есть водные режимы спорта. Также есть интересная функция парных тренировок, но я так и не нашел, как ее активировать. Мне кажется, они ее не допилили. Как и у всех, здесь есть функция мониторинга кислорода в крови, включать ее нужно вручную, автомата нет. То есть перманентно проверять уровень кислорода вы не сможете. И работает она не совсем корректно, показывает 97% насыщенности, но это в априори не может быть правдой. Также есть функция постоянного контроля частоты сердечных сокращений и отслеживания сна. Сердцебиение считает долго, но плюс, что не меряет пульсу воздуха. На борту дыхательная гимнастика и напоминание встать, подвигаться и попить воды, если вы засиделись на одном месте, но приходят они крайне редко. GPS работает только с подключенным телефоном, то есть, проще говоря, внутри датчика GPS нет. Часы не многозадачные, при включенном таймере экран не погаснет, что тоже не очень хорошо, так как быстрее будет высаживаться батарея.
Еще один лютый фейл — это заторможенная работа при свайпах к уведомлениям или к быстрым настройкам. Все лагает, и это очень неприятная картина. И что немаловажно, что после моих тестов с водой с ними все в порядке. На функционал это никак не повлияло, как и ожидалось, кстати. Приложение для часов называется Maimo Fit, доступно на Android и на iOS. Перевод на русский есть, но не самый корректный, хотя и не самый плохой. Есть внутри разделение на 3 вкладки. Первая — данные об активности, в которой есть отчет о ходьбе, тренировках, стрессе, сне, пульсе и так далее. Вторая — это данные о подключенных устройствах и сопряжение с новыми. И последняя — профиль, где вы можете указать всю информацию о себе. В целом в приложении минимальный функционал и минимум настроек. Из минусов: нет Wi-Fi, нет возможности подключить eSIM, нет отображения смайликов, всего по минимуму, долго измеряют пульс и кислород в крови, небольшие погрешности в подсчете шагов, на дисплее видны пиксели, карту тренировки самостоятельно не строят, интерфейс в использовании лагает на стадии свайп для перехода во вкладки. Ну вы поняли, что это а-ля Mi Band 6, только урезанный. Логично NFC здесь тоже нет. Цена плюс-минус такая же, как у Mi Band 6, около $50. На Алиэкспрессе цена по ссылке в описании к видео. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Из веселого там сегодня, во всяком случае, в момент издания обзора, висит возможность покупки глобального Mi Pad 5 по скидке Mi 11T Pro и Mi 11T. Пока сейл у них 2 дня. Насколько хватит промокодов — вопрос. А главное, что есть экспресс-доставка. Это значит, что мало того, что вы купите дешево, еще и не нужно будет таможню платить. Но это лирика, мы сегодня про часы. Резюмирую, часики красивые снаружи, но внутри ждет не такой прекрасный и радужный функционал, как бы нам хотелось. Функций у часов мало, работают заторможенно. Плюсы в мелочах. Есть водные тренировки, очень разнятся мысли по поводу данного девайса, но я ему говорю точно нет, так как все же часы нужны не для красоты, а для дела. С другой стороны, все часы, которые у меня были от Xiaomi Halo, они точно не лучше ни по материалам, ни по функционалу, ни по всему остальному. То есть, по большому счету, если вам нужен фитнес-браслет в форм-факторе часов, либо вы идете и покупаете MS-Fit, что тоже является вариантом, либо обращайте внимание на что-то подобное. И это из всех вариантов однозначно не худший. Я видел и хуже, и дороже, к сожалению. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите в комментариях, что еще купить на обзор. Mi Mix 4 на руках, завтра покупаю iPhone 13 Pro Max для прожарок и всего остального. Сегодня прожаривал Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE на канале для стримов. Смотрим. Плюс сегодня выйдет часовой обзор Huawei P50 Pro, просто съемка при помощи него на улице, на Невском проспекте. Кто не видел вечернего Петербурга, милости прошу, может быть, зайдет. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья.